Этот салат из капусты необычный, вкусный салат на каждый день. И во многом дело в заправке. В описании под видео оставила для вас список продуктов. Беру одну среднюю морковку и тру ее на корейской терке. Мне нравится именно такой способ, потому что тонкая длинная соломка красиво смотрится на тарелке. Высыпаю морковь в глубокую миску. Теперь переходим к главному герою. Капуста у меня молодая. Беру половинку качана, для этого объема мне вполне хватит. Нарезаю капусту. Поскольку она молодая, режу ее чуть покрупнее, чтобы она дольше держала форму. Кстати, если использовать зимние сорта капусты, то их лучше немного размять, перед этим чуть присолив до появления сока. А вот молодую не нужно, она и так отдаст сок. Отправляю нарезку к моркови в большой салатник. Сегодня решила добавить немного стеблей сельдерея. Для хруста нарезаю его длинными полосочками, предварительно убрав засохшие листочки и жесткие верхние части. Сельдерей отлично помогает капусте сохранить структуру. Напишите в комментариях, чем бы вы заменили стебель сельдерея, если его нет под рукой, или какой ингредиент добавили бы от себя. Думаю, остальным зрителям тоже будет интересно почитать разные варианты и ваши находки. Пока овощи отдыхают в миске, мы переходим к самому важному этапу, от которого зависит успех нашего блюда – подготовка заправки. Репчатую луковицу нарезаю мелким кубиком. На разогретую сковородку наливаю побольше растительного масла. Это основа нашего соуса. Высыпаю лук и обжариваю на среднем огне. Важный нюанс. Лук должен стать прозрачным и слегка золотистым, чтобы он напитался маслом и одновременно дал ему свой сладковатый аромат. Пока лук томится, подготовлю остроту. Беру половинку стручка красного острого перца. Нарезаю не очень мелко. Высыпаю перец к луку почти в самом конце, когда огонь уже минимальный. Если вы любите более пикантные закуски, то можно оставить семена перца, но я их обычно убираю. Если вы решите использовать способ запечатывания специй маслом, то подготовьте все ингредиенты заранее. В этом случае нужно будет на сильном огне все быстро закинуть и обжарить. Но тут будьте очень внимательны. Главное, чтобы специи не сгорели, иначе появится горечь, которую ничем не исправить. Теперь добавляю чеснок. Здесь 5 крупных зубчиков, которые я пропустила через пресс. Из специй беру хмели сунели и молотый кориандр. Быстро засыпаю пряности в масло, перемешиваю и убираю сковородку с огня. В описании к этому ролику и в конечных заставках есть другие подборки рецептов. Заглядывайте. Возвращаемся к нашему салатнику. Добавляю к овощам соль, сахар для баланса и яблочный уксус. Выливаю нашу ароматную заправку прямо на овощи. Перемешиваю все компоненты снизу вверх. В самом конце добавляю нарезанную зелень укропа и петрушки. Это не только витамины, но и яркий цветовой акцент. Это отличная закуска к мясу или просто самостоятельное блюдо для тех, кто следит за фигурой. Если вам понравился этот простой рецепт, поставьте лайк под видео. Это очень поможет тем, кто еще не видел этот способ приготовления, найти его в поиске. Спасибо за ваши теплые слова в комментариях. Они очень вдохновляют на новые видео. Приятного аппетита!